Если бы я знал, куда ведет меня дорога коневода, я бы повторил этот путь. Снова. Рад видеть вас на канале Лорда Говарда, и кто со мной уже давно знает, что в Discord-канале у меня велась библиотека по прокачке отрядов в Conquer's Blade. И вся эта ситуация с Discord побудила меня начать блок гайдов по отдельным отрядам для вашего удобства. Эта дорога шаткая, метазависимая, но я постараюсь описать для вас все те фишки и базовые моменты, которые могут помочь вам в освоении отряда, если вы новенький, хотя бы приценить перспективы, а некоторым мамонтам что-то для себя подметить. Особенно прошаренные смогут поправить меня в комментариях и даже чему-то научить. Я этому только рад буду. Для удобства я выделил для вас критерии, которые мы обсудим по каждому отряду. Первое будет кнопки, это самая важная часть для всех юнитов. Второе, ветка прокачки, куда ж без нее, здесь же вкупе мы еще и поговорим про статы и трактаты. Третье, дисциплина отряда, сюда войдут построение, позиционка, тактика, да и прочие подмечалочки. Ну и естественно, мы будем рассматривать отряды с максимальными статами при фулл левеле, закрытом мастерстве и плюсиках по ветке прокачки. И да, ролик будет больше про сам смысл и задумку отряда, ведь мы понимаем, что завтра разработчик поменяет одну циферку и вся моя работа пойдет в пизде. Начнем. И первый отряд к рассмотрению будет зеленая конница с мечами. Отряд до недавнего времени существовал просто для галочки, однако все изменилось с приобретением мастерства. Давайте о кнопках. Первый это Charge. Он присутствует почти у всех коней в игре, и все сводится к тому, что вы просто разгоняете конницу по прямой траектории, накладывая на нее баф с постепенно нарастающим уроном, который они наносят всем на своем пути. При этом кони будут проходить через большинство построений противника и юнитов, кроме отдельных кадров. Баф прекращает свое действие после окончания или прерывания способности, то есть если вы прикажете отряду следовать к точке после юза натиска, эффект натиска соответственно пропадет. А если юнит по дороге столкнется с препятствием, например, эффект натиска тоже пропадет, но юнит будет стараться следовать в сторону окончания натиска. Вторая кнопка это таргетный чардж, который открывается по закрытию мастерства. И в отличие от первого, ему вы не сможете задать траекторию. При нажатии, открывается оно возле противника, каждый отдельный юнит вашего отряда выбирает для себя самую ближайшую вражескую цель и несется в ее сторону, накладывая на себя баф эффекта натиска, что и при первой кнопке. При этом он сохраняет фокус, то есть эффект натиска будет действовать на него все время, пока способность действует, несмотря на то, что юнит врезался или остановился по дороге, и как и с первым случаем, она прерываемая с помощью приказа следования. При этом наездник проходит сквозь выбранную им цель, разворачивается и снова делает такой же мув в форме петли, а урон он наносит не только самой цели, но и всем врагам на своем пути, как и при обычных атаках. Ну что, перейдем к внутренностям, так сказать. У всех коней с мечами есть две альтернативы к прокачке в основном. Обусловлено это тем, что кони с мечами задумывались как кава против другой кавы, способная перехватывать ее во время чарджа врага с тыла, например. Однако получилось так, что даже зеленая конница с пиками имеет слишком большие приросты, что делает такие мувы просто невозможными. А еще эти самые антикавные ветки чаще содержат поинты в пользу урона на равнине, что подразумевает задумку к PvP на глобальной карте. Но мы с вами знаем, что это забытый кривой контент игры, который почти отсутствует, а основной геймплей он в осадах. Поэтому даже разбирать не буду, почему именно вверх идет прокачка. Исходя из статов, мы с вами начинаем видеть огромные минусы, являющиеся спецификой конницы с мечами как вида, а это малое здоровье и отсутствие какой-либо защиты. И тут даже нет смысла как-то догонять ее трактатами, разве что проникающий урон защитный синий можете поставить. Дропает его часто, его вполне хватит, чтобы пережить один выстрел стрелков на синем этапе сезона, чтобы до них доехала какая-то часть вашего отряда, если вам прям вообще воткнуть нечего. А вот что стоит забустить, так это скорость и урон. Как я считаю, без минимального даже синего трактата на скорость кони с мечами почти не играются. Да, эти юниты быстрые без того, но они настолько хилы, что замедлите вы хоть на секунду, потеряете целый отряд. А я вот, например, не очень-то люблю рисковать. Также стоит учесть, что из-за мастерства у данного отряда большой урон со способности, конкретно с двойки уроном от бафа эффекта натиска. Соответственно, в руку их особого смысла качать нет. Конечно, урон от бафа натиска должен скейлиться от основного рубящего урона, но белый рубящий дамаг этого отряда настолько маленький, что, поверьте, лучше будет добавлять чистый
чистый урон. Не знаете, про что я? Тогда вот вам маленький экскурс для тех, кто не особо в курсе. Есть синий трактат урон отряда, к примеру, который повышает все типы урона на 40. Это рубящий, дробящий и проникающий. И урон по отрядам сверху на 70. Вот как раз таки эти 70 будут чистым уроном, который нигде в статах не засветится, так как у него есть условия. Но урон будет прибавлен ко всему исходящему урону и со способностей, и с автоатак отряда по другим юнитам, кроме героев. И есть синий трактат Гроза отрядов. Он повышает весь наносимый урон, чистый, по всем на 95. И кто-то подумает, слушай, так первый вариант добавит и 40 урона с руки, и сверху 70, что равно 110 и больше, чем 95, очевидно. Но нет, это ловушка разработчика. Урон основного атрибута повысит урон от натиска на 1/4, то есть на 25%, и в данном случае, как вы понимаете, всего на 10 единиц, и вкупе это будет 80 урона, а не 110. Это прям микростата мелочи, они сильно не решают, так как разница слишком маленькая, но теперь-то вы знаете, что если отряд играет через способности, то лучше ставить грозу отрядов, а если через руку, то урон отряда. При этом чистый условный урон не блокируемый и проходит через всю броню цели, так как брони от условий в игре не предусматривается, кроме показателя блокирования разве что. Но это совсем другая история. Та же тема и с уроном по герою и пробиванием брони. Здесь через автоатаку мы не играем, соответственно ставим убийцу героев. Сейчас эти трактаты редкие, поэтому можете все-таки их заменить уроном отряда и уроном героя, как сказал ранее, это не особо критично. Часто, особенно при раскопках коней, вам может насыпать фиольный трактат кавалерии с клинками, который даст 150 чистым уроном по пехоте. Очень рекомендую к данной сборке. Последний слот можете добавить, например, уличный бой или синий защитный трактат на проникающий урон, как говорил ранее. Конечно, никто вам и не запрещает ставить трактаты намного лучше, но это уж от вашей зажиточности зависит. Например, пятый галоп я бы вообще не рассматривал здесь и лучше бы для фиольной кавы оставил, как и пятую резню и кавалерию с мечами 5. Поэтому в этом видео я просто буду выдавать базовые сборки, которыми вы можете пользоваться, на которых отряды тоже хороши. По тактике, как и любая конница с мечами, играется перед героем, то есть вам нужно наловчиться управлять отрядом на большом или на среднем расстоянии через зажатую клавишу X, так как отряд в разы быстрее героя. Натиск с единицы конницы с мечами по пехоте, как я считаю, вообще рудиментарная вещь, так как на практике они сами по инерции об нее разбиваются, и куда лучше играть через свободное построение, а не клин, к примеру, и паровозить. Имеется в виду просто проходить через отряды конницей взад-вперед. Лучше используйте единицу для выхода из замеса, чем захода. Еще эта конница шотает героев с помощью их второго скилла и играются полностью от него. Отлично работают всеми способами по малобронированным юнитам, в особенности стрелкам. Соответственно, чаще всего будут использоваться для быстрого обхода замесов в бэклейн и прочистки дальников, шотая дефующих их героев. Этот отряд выигрывает за счет мобильности и неплохого урона, но тет-а-тет проигрывает абсолютно любому отряду, если коней поймают. F1 построение для паровозика, F2 не юзается, F3 для узких проходов или быстрого шота героев. При нажатии второй кнопки учитывайте, что этих коней больше почему-то ведет к сзади стоящей цели, чем к передней, а еще они очень любят облизывать стены. Погнали далее, и тут пройдемся по легкой засадной коннице. На данном отряде пока нет мастерства, единственная его кнопка это чардж, но если кони с мечами в этом чардже могут застрять в юнитах, особенно в щитоносцах, то зеленая засадная конница вообще сминает все на своем пути, кроме антикавных отрядов и контрспеллов. Также по ходу проведения натиска конница стакает по 20% урона. Вы можете видеть, что она мигает 3 раза за чардж в зависимости от его длительности. Так вот, каждый раз, когда она мигает, это значит, что урон чарджа возрастает на 20%. Также ее натиск, как по мне, самый удобный для осад с маленькими проходами. Почему? Он сам по себе не самый большой, и из-за этого быстро стакает максимальный урон на 60%. И его всегда можно отменить из-за очень маленького кулдауна и просто перебросить чуть позднее. Еще небольшая фишка. Длина броска натиска показывает расстояние до максимального набора урона, но при этом, если вы пустите его чуть дальше, за эту область конница пробежит еще некоторое время. Ну что, давайте посмотрим на статы. По ветке прокачки идем строго вверх, так как там больше всего бустов на скилл натиска и клин построения. По здоровью они всего на 400 поинтов плотнее, чем кони с мечами, и в 2 раза медленнее, но пусть это вас не
вводят в заблуждение. Даже в стоячем положении они чуть плотнее ввиду их стоковых показателей защиты, которых больше почти на 100. И олды скажут, это ведь мало, и я согласен, да и урона у них ультра мало, всего 700 единиц с хвостиком, и казалось, ко всему прочему, это вообще не юзабельный отряд, и так было бы, если бы не трактаты. Перейдем к ним. Во-первых, так как мы играем через натиск, бустим чистый урон уже знакомыми нам грозой отрядов и улицы героев. Следом обязательно втыкаем уникальный трактат кавалерии с копьями 3. Это не особо редкий трактат, и поэтому, думаю, при копках конницы вы с ним обязательно столкнетесь. Он уменьшает наш натиск до абсурдных 10 секунд отката. Можно, конечно, и более редкий ставить, но поверьте, 10 секунд отката за глаза. А теперь самый бовый трактат на коне с копьями. Это трактат кавалерии с копьями 2. При том, что это одна из низших форм трактата, она дает и без того нереальных 40% к фиксу урона по коням во время натиска. Я вообще в шоке, что это до сих пор не фиксят. Нет, вы только вдумайтесь, весь чистый или белый урон будет поглощен на 40%. То есть, если в вас летит глыба в 3к урона, кони получат 1800. При этом приплюсуйте сюда еще и те микро 300 стоковой защиты от типа урона. И получается вообще какая-то сломанная тема, разве нет? Ладно, последний трактат, который я воткнул, редкий, несмотря на то, что он вообще первого тира. Это уникальный трактат Кавы с копьями 1. Дает 225 урона от натиска. Ну и что мы получаем? 787 стокового урона проникающего возрастает в натиске на 36%. По ветке прокачки и получается 1070 урона. И пока немного, но при стаке в натиске на 60% получается уже 1712. И прибавляем 225 с трактата, вот вам почти 2000 урона с каждого юнита в замес, что даже на золотом этапе сезона достаточно больно. Если нет какого-то из перечисленных трактатов, втыкайте аналоги или, например, повышение скорости на 6%, ну или бустаните защиту от проникающего урона. Из пятых трактатов я бы честно пожалел их втыкать, так как кони без них неплохи. Но если прям руки чешутся, атаку 5 можете тыкнуть, давление 5 тоже можете кинуть. Но что я прям бы не советовал, это атаку копьями. Проникающий урон не сильно забустит натиск, а слишком короткий откат чарджа просто не нужен, так как скейл бафов 20% начинает работать примерно через 5 секунд после окончания первого натиска. То есть, если вы завязаете сразу натиск после того, как закончится предыдущий, то его урон не будет стакаться, и вместо 2000 урона с юнита вы получите в 2 раза меньше. По тактике у нас следующее. Кони очень неповоротливые, и чтобы стаки в натиске добавлялись и единовременно всем юнитам отряда равномерно, перед натиском нужно будет дождаться, пока все они развернутся в сторону прорыва. Далее, из-за малого КД чарджа вы можете пускать его насквозь, чтобы развернуть коней по окончании и пустить их в чардж обратно к вам. Здесь юзаются все виды построений, в зависимости от ситуации, но самый профитный, естественно, клин. Из-за плотности дает просто взрывной урон, ну и скорость отряда позволяет ему бегать рядом с героем. Третий и последний зеленый представитель парнокопытных — это конные лучники, один из моих любимейших отрядов, так как нервы потрепать и вымотать врага он может с легкостью. На первое время можете попробовать его даже без мастерства, если у вас есть много трактатов на урон, однако прокачав его, даст вам приятные бусты. Достаточно посредственный отряд, импакт от которого как минимум неосязаемый. Давайте попробуем это исправить. У отряда есть очень прикольная пассивка, называется она сумятица. С каждым ударом по юниту снижаете защиту от проникающего урона на 50 стаками до 5 штук на 5 секунд. Когда вы достигаете максимальных 5 стаков, накладывается кровотечение по минус 2 здоровья на 2 секунды, и юниты врага начинают ловить микробаши. Кровотечение это бесполезное, но вот микробаши прерывают способности по типу чарджа. Правда, не всего отряда, а только отдельных юнитов, на ком насталкивался ваш урон. А минус 250 к проникающей защите, то прям очень сильно, что позволяет почти на каждый отряд накидывать чистый урон, который стакается от проникающего. Первая кнопка — это стрельба по области, которая дается при прокачке верхней ветки, открывая скилл стрельбы по области. Очень удобная штука, объяснение, конечно, будет исчерпывающее. Вторая кнопка — во весь опор. Бустит вашу скорость на целых 50% на 5 секунд, что очень много, а с мастерством вы начинаете еще и хилиться, правда за счет того, что по какой-то причине накидываете эффект сумятицы намного быстрее. А мастерство дает КП
уже за 3 секунды от стаков этой пассивки. Третья обилка повышает скорость стрельбы чуть ли не в 2 раза на целых 8 секунд. И вкупе даже без трактатов выглядит это очень сочно, да и в бою там много циферок летит, но это только визуально, на самом деле дамажат они немного. Так как конных лучников всего 2 отряда в игре, если вам некуда девать трактаты, смело юзайте именно в зеленых, так как Хорчины, это синий отряд аналог, почти бесполезен в сравнении с зеленью. Ну и теперь давайте лезть в статы. Качаем отряд вверх ради стрельбы по области, как говорил ранее, так как этот скилл ломает максимальную дальность стрельбы и позволяет ее реализовать. По хп и защите все очень печально, даже печальнее, чем с конницы с мечами. В сравнении почти в 1,5 раза, из-за чего лучники отваливаются вообще от любого чиха, но это логично, я думаю. Но вот по дамагу с руки это самый большой среди зеленых коней, который даже больше, чем пробитие брони. Здесь не волнуйтесь, у вас пассивка есть. Вообще, я бы вам советовал открывать и развивать этот отряд только после того, как вам упадет любой трактат на повышение скорости стрельбы. В моем случае это воспламенение 5, как альтернатива можете заюзать трофеи 5 и тиры их трактатов чуть ниже. Почему? Да потому что для комфортной игры этому отряду очень недостает скорострельности, где 9% прибавки очень ощутимы, несмотря на то, что у них есть целый скилл на ее повышение. Приятным решением будет и воткнуть уникальный трактат Кавы с луками для повышения точности, где даже первый тир даст целых 50%, его будет достаточно. Так как отряд играет у нас от дамага с руки, накидываем минимальный урон отряда и урон героя, ну, те самые синие. И напоследок что-нибудь на дэмэдж, например, проникающего урона или уличного боя будет достаточно. Ну или трактат о защите от стрел, что позволит вам передамаживать вражеских стрелков, каких в синем этапе, например, достаточно много. Очень часто падают трактаты на конных лучников на повышение боезапаса и замедление врагов при попадании на 10%. Если последний еще можно воткнуть от безысходности, то боезапас бустить не самая хорошая идея, так как конные лучники восполняют боезапас себе при каждом убийстве юнитов из-за мастерства. По тактике все очень просто. Бегаем на средней дистанции, не позволяем противникам к нам подобраться, перестреливаем вражеских лучников, закидываем стены стрельбой по области или аркебузов. Из-за большей дальности вашего отряда вы их спокойно перестреливаете. По построениям юзайте любое, какое удобно. Я вот привык играть клином, но против вражеских лучников выхожу в F1 построении. Легче всего отряд держать под героем, то есть жмякать X под себя и мансить так, пока вы на коне. Если поставить отряд в построении на месте, через некоторое время он вообще разбежится за малой дисциплиной при входе врага в таргет. Это все из-за пассивки высокая маневренность, которая работает некорректно. И еще полезная вещь — это то, что в движении скорость стрельбы этого отряда значительно выше, чем стоя на месте в построении. Еще у них отсутствует штраф урона по героям, поэтому вы можете байтить врагов на свой отряд и, используя трактат урона по героям, дезинтегрировать их тушки за секунду. Отряд требует хорошего внимания, чтобы быстро выходить из потенциальной опасности, а даже просто стреляя в область замеса, вы будете оглушать оппонентов, что хорошо саппортит в вашей стороне столкновения, даже если вы никого не убьете лично. Хорошо выносит небронированных юнитов, особенно с трактатом на замедление. И внезапно рыцарей ордена. Я сам сначала не поверил, но поиграв в захватах, могу сказать, что не за секунду, конечно, но прогресс намного приятнее, чем долбить Делдакаву в замесе чем-то другим, а может, мне просто повезло. В любом случае, видео подходит к концу. Не забудьте дать комментарий к услышанному, хотел бы знать, насколько такие разборы для вас полезны, чтобы вы добавили и стоит ли развивать данный контент на канале. Кстати, на своих стримах я часто зачитываю и отвечаю на ваши комментарии, поэтому фолловайте и следите за Твичом, ссылка будет в описании. Если видос наберет 100 лайкосиков, следом выпускаю обзор на 5 синих отрядов Кавы с учетом рейтаров. С вами был Лорд Говард. Покеда!